Знаю, что многие из вас уже по 100 раз делали эту работу, и ничего нового я вам не расскажу. Ну, а кое-кто, может быть, и никогда с этим не сталкивался. Сегодня расскажу, как я монтировал унитаз на теплый пол, как засверливаться. По моему видению, как смонтировать его правильно, чтобы он стоял долго и надежно. Друзья, напоминаю, что у меня есть телеграм-канал «Основы ремонта», где собираются все мастера и самостройщики, задают вопросы, получают ответы, делятся опытом, общаются. Также и вас будем рады видеть в нашей группе. Ссылку на телеграм-канал я оставлю в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии. Переходите по ссылке на мой канал, заходите в любой комментарий и через комментарий можете попасть в группу. Сразу хочу сделать примечание, что когда у меня теплый пол и я не знаю, где проходят трубы, я не всегда креплюсь на дюбеля. Чаще всего я приклеиваю унитаз на силикон, либо на жидкие гвозди. Просто в данной ситуации клиент попросил, чтобы унитаз был закреплен именно на дюбеля к полу. Поэтому мне пришлось уже выходить из ситуации по месту и засверливаться вслепую, не зная, где проходят трубы. Унитаз со скрытым креплением, конечно, немножко сложнее монтировать, чем с открытыми креплениями, но в принципе тоже никаких проблем не составляет. Итак, перед тем как начать монтаж, нам, естественно, нужно сначала унитаз подключить к канализации и поставить его, выставить его на свое место. После того, как выставили на свое место, дальше мы уже размечаем, где у нас проходят наши крепления, крепеж. Размечаемся в техничках, которые идут в комплекте с унитазом. Там все размеры указаны, расстояние межосевое между креплениями. Там все очень просто, все размечаем. Если даже этих техничек нету, то тоже можно рулеткой все разметить. Я обычно как это делаю: карандашиком аккуратненько обвожу вокруг унитаза, потом отмечаю по осям, где у нас проходит крепление, ну и, естественно, дальше уже засверливаю. Здесь, в принципе, логически все можно сообразить и все придумать. Первым делом нужно просверлить керамогранит. Так как я по совместительству являюсь еще и плиточником, я вам советую пользоваться трубчатыми коронками по керамограниту, желательно которые устанавливаются на болгарку. Быстрее всего этими коронками просверлить будет керамогранит. Сверлится легко на сухую, без применения воды. Ну а дальше начинается самый трэш. Так как я не знаю, где у меня трубы проходят, и так как у меня нет прибора, который можно проверить, где эти трубы проходят, здесь просто нужно брать перфоратор и аккуратненько по миллиметрику все это забуриваться. Забуриваемся мы в стяжку и постепенно высасываем оттуда пыль. Каждый миллиметр, миллиметр-два забурились, убрали пыль, посмотрели в отверстие, убедились, что там в трубу вы не попадаете. И так по миллиметру мы забуриваемся до нужной нам глубины. И, ребята, если вы не уверены в своих силах, не уверены в том, что вы не пробьете трубу, лучше за такую работу не браться. Лучше просто отказаться от забуривания, просто приклеить унитаз. Это мой вам совет. Но у меня просто такая ситуация была, что заказчик потребовал, попросил, чтобы именно унитаз был закреплен к полу. Поэтому у меня выбора не было, и мне пришлось заниматься вот такой вот работой. Работа это просто кропотливая, здесь спешить не надо. Постепенно забуриваетесь, пылесосом пыль убираете и проверяете, нет ли там трубы. Все очень просто, главное не спешить. Далее монтируются специальные пластиковые уголки, которые идут в комплекте к унитазу. Дальше к этим уголкам сбоку потом унитаз будет прикручиваться саморезом. По моему опыту эти крепления крайне ненадежные. Они со временем, эти уголки все равно расшатываются, разбалтываются. Поэтому дополнительно я креплю всегда на либо силикон, либо клей. Для тех, кто не в курсе, если унитаз просто приклеить, даже не прикручивая к полу, просто приклеить на силикон либо на клей, его тоже будет крайне трудно потом оторвать. А у меня еще плюс ко всему он будет и прикручен, и приклеен, поэтому я думаю, что унитаз этот будет стоять у него там навечно. Мало того, что это дополнительное крепление, плюс это еще и демпфер. Так как у нас фаянс, литье, оно все равно неровное, не бывает идеальной ровной поверхности снизу унитаза,
То есть как бы мы унитаз не поставили, он все равно не будет идеально четко стоять, прилегать к полу. Это еще плюс как дополнительный демпфер, дополнительная, ну типа как резинки служит. Ставим унитаз на свое место. Где-то иногда бывает силикон выдавливается под унитаза, но это не страшно. Аккуратненько его специальным шпателем для силикона удаляем и делаем красиво. Следующим этапом собираем бачок. Здесь тоже в принципе проблем никаких нет. Все компоненты, все элементы уже в сборе. Их только нужно поставить на свое место, прикрутить. Я думаю, здесь тоже по инструкции можно легко разобраться, что, куда и как нужно прикрутить. Единственный момент хочу сказать, между бачком и унитазом есть специальная прокладка. Так вот, не нужно ее задавливать до такой степени, чтобы фаянс, чтобы бачок касался унитаза. Нужно оставлять небольшой зазор. Фаянс не должен касаться фаянса. Собрали все внутренности бачка, подключили воду, проверили, все работает, нигде ничего не течет. Ну и дальше осталось собрать только крышку унитаза. Крышка унитаза тоже собирается элементарно. На видео можете вот посмотреть, кому непонятно, как это делается. Специальные два крепежа с резинкой устанавливаются в свои отверстия. И дальше на них просто одевается крышка унитаза. Вот и все, ребят. Никаких проблем в этом нет. Вот такое коротенькое видео у меня сегодня вышло. Как всегда, по традиции ставим палец вверх. Кто еще не подписан на канал, не забываем подписаться. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Скоро увидимся.